Предлагаю вот такие симпатичные белые пинетки. Это классический вариант. Для самых маленьких выглядят они очень красиво на ножке. Если вам понравилась такая модель, буду очень рада. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня предлагаю вам спортивные пинетки-кеды для наших маленьких малышей. Пинетки нарядные, только белый цвет основной и, как классический вариант, красный и черный. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Немного о материале. Мне понадобятся нитки белого цвета. Нитки называются Lang Янас. В 50 граммах 135 метров. Вот такая нить. Нить не очень закрученная, но и не рассыпается. Вяжется очень легко и хорошо. Также мне понадобятся такие два маленьких клубочка. Нитки красного и черного цвета. Это как раз на оформление красного канта большого и на лейбл. И черный на маленький кант и на выполнение звездочки. Также мне понадобится крючок. Я взяла два. Основной крючок это 1,75. Этим крючком я буду вязать полностью все вязание. И крючок меньшего размера для того, чтобы спрятать хвостики или поднять какую-то тонкую петлю. Ножницы, два маркера для того, чтобы наметить центральную часть пинетки. Стелечка, это обувная стелька, выполнена из прессованной бумаги и бамбука. И клей. Этим клеем я подклеиваю стелечку, чтобы она держалась внутри, чтобы она не выскакивала вместе с ножкой. Начну я свое изделие вязать с подошвы. Подошва у меня уже связана. Вот такую подошву вы можете посмотреть на моем канале. Она состоит из 17 воздушных петель и полностью с вывязыванием мини-бортика. Вот видите, бортичек. Если вам такая подошва не подходит, кажется сложной, или вы имеете свой идеальный вариант, и она у вас плоская, то у меня на канале вы можете посмотреть отдельно вывязывание вот этого мини-бортика на свою подошву. Итак, подошва у меня начинала я с 17 воздушных петель. По окончанию работы у меня составилось 72 петли и плюс мини-бортик. Мини-бортик я уже подготовила для того, чтобы вязать основной бортик, чтобы у меня вязание было ровно 90 градусов, чтобы у меня образовался вот этот кант. Это четко видно на изделии. Начну я вязать с задней части пинетки за полную петлю. Вот таким образом. Первая петля закрепляющая. И из этой же петли вывязываю вновь петлю. Так я буду вязать столбиками без накида полностью весь ряд. Таких рядов мне нужно провязать 4 без изменения, не прибавляя, не убавляя петель. Мы повстречаемся тогда, когда бортик из 4 рядов в высоту будет связан. Итак, 4 ряда связано в высоту. Вот что у меня получилось. Теперь у меня появились маркеры. Маркерами это я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Это будет последний заключительный ряд, где я буду убавлять из 20 петель центральные 4 петли. До маркеров я провязала уже несколько петель. Это без изменений, столбиками без накида. И теперь приступлю к убавлению петель. Покажу, как это делается. Снимаю маркер, петлю под маркером провязываю столбиком без накида. И со следующей петли я начну убавлять. Я возьму за переднюю долю первый раз и второй раз. Вторую петлю точно так же за переднюю долю. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3, 4. Операцию повторяю вновь. Первая петля, полупетля и вторая полупетля за переднюю долю. Провязываю вместе столбик без накида. У меня уже убавлено 2 петли. Я провяжу самостоятельно убавление еще 2 петли, сниму маркер и провяжу до конца, и бортик будет у меня готов. Я покажу вам результат, как получилось с убавлениями на передней части. Итак, я провязала бортик. Вот такой он у меня получился, этот бортик. Посмотрите, передняя часть, она закругленная. Это за счет того, что убавила 4 петли. Вновь появились маркеры. Как я размечаю маркерами? Я складываю пинетку наполовину.
наполовину. Вот таким образом. Особое внимание уделяю передней части пинетки. Вот расправляю хорошо, как могу. Ищу условную середину и от нее отчитываю с каждой стороны, с этой и с другой, по 17 петель. Так я наметила маркером центральные 34 петли для того, чтобы оформить мыс и язычок. Пока у меня вязание открыто, я провяжу вот эту черную полосочку. Я ориентируюсь вот по маркерам, которые у меня есть. От этой точки я опускаюсь на несколько рядов ниже. У меня уже изделие готово, то я ориентируюсь. Беру вот так, прикладываю два изделия и ищу точку соответствующую. Получается, ряд выбран правильно. Буду вязать с изнаночной стороны столбиками без накида. Буду это я делать очень свободно, для того, чтобы полоска с внешней стороны у меня была немножко толстенькая, такая не тонкая, а толстенькая полосочка. С внешней стороны она вот такая тонкая. Мне такой вариант больше нравится. Я провяжу заднюю часть пинетки вот до этой точки, где расположен маркер, только на несколько рядов ниже. И покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала черную полоску, и вот у меня остались хвостики. Один у меня с внешней стороны, а другой у меня с внутренней стороны. Я вкалываю крючок вот в следующую петлю. Первую петлю перекрываю черной ниткой и вывожу ее, получается, второй раз. Я ее немножечко подтягиваю, чтобы она по толщине казалась одинаковой. Вот, видите? Так хорошо подтягиваю. И потом крючком меньшего размера всего лишь навсего прячу эти нитки. Вот так заправляю. Но это понятно. Теперь покажу следующую сторону. Следующую сторону я делаю вот таким образом. Я нить вот эту вывожу наружу и точно таким же способом в рядом стоящую петлю точно так же заправляю, перекрывая вторую петлю, делаю двойной. И точно так же плотненько подтягиваю, чтобы она была по толщине и визуально смотрелась, как вот все остальные петли. Вот я подтянула, и она выглядит точно так же. Делаю, прячу ниточки по черной линии, чтобы их не было заметно, и отрезаю нить. Полоска готова. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала черную полосочку, спрятала нитки, отрезала их. Повторюсь еще раз, маркером я отметила центральные 34 петли. Это петли, которые будут участвовать для мыса, начала мыса, увеличения мыса и длину передней части. Так как я буду начинать с 6 петель, 34 минус 6 будет 28. 28 петель это на 2 стороны. Значит, 28 поделить на 2 это будет 14. Вязать я начну с 15 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Вот с этой петли я начну вязать. Буду вязать за полную петлю, значит за 2 доли. Первая закрепляющая петля, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Одновременно ввязываю хвостик, подтягиваю его. Первая петля, вторая, пятая и шестая. Вот это у меня начало мыса. Для того, чтобы быть уверенным, что у меня это как раз связано 6 петель на середине, я обязательно проверяю другую сторону. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все верно. Теперь последующие 2 петли буду провязывать соединительными свободненько. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 6. И вот самая первая, она немножко тонковатая, 7 петля. У меня прибавилась еще одна петля. С этой стороны точно так же завожу крючок с лицевой стороны вот таким образом. Подхватываю нить, вывожу ее на лицо. Свободненько первая соединительная петля. И таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Вот с этой стороны, с лицевой, уже четко видно. Вот она первая петля, вот она вторая. Начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 7,
8. Вот уже я прибавила 2 петли. Вот что у меня получается. Последующие ряды вяжутся точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема и начинаю вязание со второй петли. Процедура эта будет продолжаться до той поры, пока мы не свяжем центральные 12 петель. Мысик будет состоять из 12 петель. Здесь все точно так же. Первая петля, я делаю ее свободнее, так она принимает участие уже в работе на прибавление. И вторая петля. Вот посмотрите, что получилось. Я провяжу самостоятельно до 12 петель и покажу вам следующий этап работы. Провязала 12 петель посередине. Вот что у меня получилось. Хочу обратить внимание, важно, чтобы на каждой стороне было четное количество петель. Когда мы вязали ряды, вы, наверное, обратили внимание, что каждый раз я забираю по 2 петли. И когда я начинала вязать, у меня было четное количество петель. Это важно, обратите внимание. 12 петель по центральной части провязаны, остались петли, и теперь я буду продвигаться до маркеров. Петли центральные я прибавлять больше не буду. Начало абсолютно одинаковое. 2 соединительные петли, первая и вторая. Разворачиваю вязание. Первую петлю, как мы уже знаем, я перекрываю нитью. Вторая петля вот это, и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 3, 10, 11 и 12 петля. У меня осталось по-прежнему 12 петель. С другой стороны точно так же. Первая соединительная петля, ее можно теперь делать не свободную, потому что мне уже она не нужна в работе. Разворачиваю вязание. Лицевой стороны очень хорошо видно. Первая петля, вторая петля и третья. С третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 3, 11 и 12 петля. По-прежнему осталось 12 петель. И я провяжу самостоятельно до предпоследних 4 петель с этой стороны и с этой стороны. Следующий этап работы я вам покажу позже. Итак, я провязала еще несколько рядов и остановилась на том месте, где 4 петли с двух сторон. Я их буду провязывать немножко иначе. Предпоследние 4 петли я буду брать из середины петли. Буду брать за заднюю стенку петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и по-прежнему вяжу с третьей петли, так как петли я больше прибавлять не буду. Напоминаю, на середине у меня должно остаться 12 петель по-прежнему, так как я больше не прибавляю. Я достигла максимальных 12 петель, которые мне понадобились, и больше я не буду. С другой стороны все точно так же, только из середины петли первая соединительная петля и вторая соединительная петля. По-прежнему вяжу с третьей петли. Итак, у меня с каждой стороны осталось по 2 петли. Принцип тот же самый. Из середины петли нужно забрать, провязать ряды и довязать до маркеров, до окончания, до последней петли. Следующий этап работы я вам покажу после того, как я провяжу самостоятельно до маркеров. Ну вот, мысик готов. Я провязал полностью до конца, до маркеров. У меня не осталось больше ни одной петли. И теперь я буду приступать к вывязыванию язычка. Язычок вяжется у меня очень просто. Он прямой, так что это можно сделать самостоятельно. Язычок у меня будет состоять из 14 петель. Значит, с каждой стороны я прибавлю по одной дополнительной петле. 1 и 2. Из одной петли вывязываю 2 петли. 3, 4, 13. И вот из этой последней 14. Вот я набрала нужное количество петель для язычка, и в высоту я буду вязать 26 рядов, начиная от начала вывязывания мыса. Сейчас у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 рядов. Это значит, осталось еще 13 рядов. Я провяжу самостоятельно 13 рядов. Чтобы края были ровные, я обвязываю его по кругу, этот язычок. Это можно сделать самостоятельно. Я провяжу самостоятельно язычок, обвяжу его и покажу, как я делаю вот эту замечательную перемычку, держатель для шнурочков.
Ну вот, язычок готов. Посмотрите, как аккуратненько получаются края, когда они обвязаны. Боковинки язычка будут закрываться боковинками задней части пинетки. Это закончено, это красиво. Теперь и покажу вам, как я вывязываю вот этот маленький держатель для шнурков. Вяжется это очень просто. Перед тем, как начинаю вязать обувь, я уже представляю, сколько будет петелек у меня. Я уже знаю примерно, на какой высоте я буду располагать вот этот держатель для шнурков. Я буду считать парами. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это будет вот тут. 1, 2, 3, 4. Намечаю крючочком точку, откуда я начну вязать. И сразу ищу условную середину. Так как я знаю, что у меня было 14 петель, это должно быть 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эта точка, с которой я начну свой путь вывязывания держателя. Беру нить, делаю небольшой хвостик, делаю петлю. Вот такую, небольшую и не маленькую. С изнаночной стороны ввожу крючок, подбираю вот эту нить и вместе с узелком вывожу на изнаночную сторону. Разъединяю их, так немножко расправляю. В рядом стоящую петлю уже с лицевой стороны ввожу крючок и подбираю вот эту петельку. Пальцем придерживаю узел, чтобы он у меня не вышел наружу. Петля более-менее свободная, я ее аккуратно подтягиваю. Вот так. Узел не вышел. Складываю изделие наполовину. Вот эту первую петлю очень плотненько затягиваю, чтобы узелок впоследствии не вышел. Делаю первую воздушную петлю. Это немножко сложно, потому что она плотная. Следующие петли уже будут свободные. Вторая. И третья. Я сделала 3 воздушных петли. Узелок у меня остался с внутренней стороны. Теперь располагаю таким образом, чтобы косичка вот эта ровненько легла. Подбираю вот эту петельку. И в рядом стоящую петлю ввожу крючок и вывожу вот эту петлю. И вот как могу, первую делаю плотную петлю. Расправляю и начинаю обвязывать вот эту косичку. 3 петли. 1, 2 и 3. Расправляю. И в самую первую петлю, с которой мы начинали свой путь, с изнаночной стороны ввожу крючок, подбираю эту петлю и вывожу на изнаночную сторону. Отрезаю. У меня с изнаночной стороны появляются 2 хвостика. Вместе связываю плотненько, расправляю держатель с изнаночной стороны. Делаю 2 узла, чтобы они не развязались. И распределяю маленьким крючком между моего вязания остатки нитей. Потом остатки отрезаю. Вот так. Закрепляю, и передняя часть пинетки готова. Теперь приступаем к следующему этапу моей работы. Это задняя часть пинетки. Спрятала все хвостики сзади и готова уже начать заднюю часть пинетки. Для того, чтобы мне удобнее было вязать, я язычок спрячу вовнутрь. Вот таким образом, как туфелька. Теперь я приступаю к задней части пинетки. И вот эти полупетли, которые мы оставляли при вязании передней части мыса, их должно быть 4. 1, 2, 3, 4. Вот я начну вязать со второй петли. Вот их очень хорошо видно. Первая, вторая, третья и четвертая. Я начну вязать со второй. Первую петлю я пока пропущу. Она войдет в работу немножко попозже. Начинаю со второй петли, провязываю первую петлю закрепляющую. И из этой же петли вывязываю петлю полноценную. Еще одна полупетля. И последняя. Она, как правило, затянутая. И если вам это сложно будет подхватить крючком, то можно крючком меньшего размера. Теперь выхожу на полотно и буду обвязывать полностью заднюю часть. Одновременно ввязываю хвостики. Мое вязание. Мы повстречаемся в конце этого ряда, не провязывая последнюю петлю, точно так же захватывая 3 полупетли. Во втором ряду я покажу, как я убавляю петли.
Итак, первый ряд готов. Теперь приступаю к вязанию второго ряда. Я с этой стороны точно так же оставила одну петлю, провязала 3 полупетли, петля подъема, разворачиваю вязание и буду приступать к вязанию со второй петли. Первую петлю я пропускаю, этим самым я буду убавлять петли. Убавление с каждой стороны боковинки я буду делать в каждом изнаночном ряду. Вот так. Есть еще один вариант, когда петли убавляют вот таким способом, не провязывая, просто накидывают нить и потом провязывают вместе. Такой вариант тоже подходит, но вот посмотрите, получается узел. Мне больше нравится тот вариант, смягчающий вариант, когда петлю всего лишь навсего пропускают, она как бы пропадает и этим самым идет скос. Я провяжу до конца этого ряда и покажу вам следующий ряд, третий. Я забыла вам показать, как я с другой стороны убавляю петли. Вот я провязала второй ряд, осталось еще провязать 2 петли. Вот предпоследнюю петлю я пропускаю, а последнюю петлю провязываю. Этим самым я с двух сторон убавляю петли. Теперь приступаю к вязанию третьего ряда. Третий ряд я все лицевые ряды я не убавляю, каждую петлю провязываю. Значит, это я буду убавлять только через ряд. И все последующие ряды, лицевые ряды провязываются все петли, а в изнаночном убавляю с каждой стороны по одной петле. Я провязала уже немножко, складываю пинетку задней части пополам и ищу условную середину. Вот примерно это где-то здесь. Сколько мне петель? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель еще. 1, 2, 5 и 6. Пропускаю также одну петлю и через петлю провязываю следующую петлю. Немножко ее затягиваю, чтобы она была по размеру одинаковая с другими петлями. Чтобы вот при убавлении петли вот здесь вот не было дырочки, чтобы она не была свободная. И тем самым закругляю пяточку. Я уже заканчиваю третий ряд. Мне нужно 10 рядов в высоту. Я закончу этот третий ряд и покажу, как я делаю красную полоску. Итак, 3 ряда готовы. Я не буду делать очень большую петельку, но и в то же время, чтобы вязание не распустилось. Теперь приступаю к вывязыванию красной полоски. Красную полоску я сделала чуть толще, для того, чтобы она выглядела объемней. Но тут, конечно, и соединительными петлями с лицевой стороны, поэтому она и толще. Ну и добавила я чуть-чуть ниток. Вот на 1 или 2 ниточки я беру крючок чуть толще. Поэтому полосочка получается объемная. Вот с задней стороны я начинаю и намечаю для себя точку. И буду провязывать соединительными петлями по лицевой стороне, для того, чтобы вот этот красный кант у меня был широкий. Так как крючок толще, он тоже даст объем. Вот так. Не торопясь. Так, мне нужно пройти полностью всю пинетку, обойти вот этот край, начало вывязывания мыса и вернуться назад. Вот, я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, красная полоска тоже провязана. Посмотрите, как уже симпатично смотрится. Все это расправится, немножечко растянется. Нужно привести форму, и тогда полосочка будет ровно смотреться. Продолжаю вязать заднюю часть. 3 ряда уже связано. Мне нужно еще 10 рядов. В каждом изнаночном ряду я буду пропускать с каждой стороны по одной петле. На пятке я уже больше убавлять не буду. Это значит, я буду вязать только в высоту. Итак, мы повстречаемся тогда, когда 10 рядов в высоту будут связаны. И потом я покажу следующий этап работы. Ну вот, высоту пинетки я уже сделала, 10 рядов, очень симпатично. Вот, теперь, чтобы не было вот таких вот неаккуратных рваных краев, я полностью свою пинетку, заднюю часть, обвяжу. Теперь у меня в работу вступит вот эта первая петля, которую мы оставляли. Ее пока вот не видно хорошо за красной линией, но ее можно вот так немножечко оттянуть. Вот так. Это самая последняя петля. Перед этим я сделаю протяжку. Я сделаю петлю большую, вытяну из этой петли, полностью протяну свою пинетку, сделаю узел. Я нить обрезать не буду. Вот, затянула. Петельку уже наметила. И делаю протяжку из этой петли. Натягиваю как могу, чтобы у меня нить была свободна. И начну обвязывать свою пинетку. Весь край и верхнюю часть пинетки. Это значит, мне нужно 2 стороны обвязать и верхнюю часть. Одновременно вот эту протяжку ввязываю в вязание, чтобы она не оказалась у меня в внутренней части. Чтобы ее не обрезать, эту нить. Вышла на вершину. Чтобы сделать
здесь не стягивала, потому что я перехожу на другую плоскость. Я из самой первой петли вывяжу 2 раза, 2 петли. Так сказать, сделаю уголок. Вот он. И приступлю уже к верхней линии, к верхней части пинетки. Вот, посмотрите. Мне нужно обвязать полностью до конца. И вот с внутренней стороны уже видно вот эту последнюю петлю. Постараться надо, чтобы красной полоски не было, только белая. Вот. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Так, я обвязала заднюю часть пинетки, сделала ровные края и теперь буду формировать петельки. Посмотрите, все края у петелек ровненькие. Видите? Петлю оставила последнюю большой. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Нить у меня с лицевой стороны. Вот эту петельку я уже наметила, самую последнюю, которую мы оставляли. Подбираю ее и подбираю вот эту петлю. Провязываю вместе. Закрепляю. Первая петля, столбик без накида, 2 воздушные петли, тем самым я начинаю формировать петли. Петлю пропускаю. Промежутки между петельками 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. И я на вершине. Я сформировала 4 петельки. Также поверху пробегу, провяжу столбиками без накида. Спущусь на эту сторону и сформирую также здесь 4 петли. Ориентируйтесь, пожалуйста, на петлях, которые вы уже сформировали с одной стороны, чтобы они у вас были параллельные. Итак, я полностью довяжу до конца, сформирую с другой стороны петли и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, с двух сторон тоже петли оформила. Оставила опять длинную петелечку. И вот эта первая петля, с которой я начинала вязать, я продеваю вот эту петлю, провязываю вместе. Без петли подъема начинаю обвязывать в арочку 2 столбика без накида, промежутки 2 столбика без накида и последняя петля, и я на вершине. Итак, я провяжу до конца, укреплю с другой стороны петли и покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала второй ряд, я имею в виду укрепление петель. Вот с боковинок петельки стали устойчивые, красивые, но этого недостаточно. Остается самый заключительный, это последний ряд. Очень важный, я считаю, так как он не дает петлям растянуться. Укрепление канта пинетки. Точно так же вытянула петельку, и вот это уже знакомая самая первая петля также у меня участвует в работе. Провязываю ее и без петли подъема начинаю обвязывать соединительными петлями. И тем самым я буду укреплять пинетку. Петли соединительные нужно делать средние, не очень узкие и не очень широкие. Вот посмотрите, это укрепленный кант, он становится толще по отношению вот к этому канту и, соответственно, не дает растянуться. Где петельки у нас находятся, соответственно, они не порвутся. Это уже третий ряд. Первые воздушные петли, потом укрепляющий ряд и ряд тот, который укрепляет кант и укрепляет петли. С наружной стороны получается как будто бы стежочки вот такие, только здесь и хорошо видно, потому что они черные, а здесь вот они белого цвета, под цвет изделия, а с внутренней стороны это соединительные, поэтому дает эффект утолщения и смотрится очень хорошо, и с практической точки зрения тоже очень здорово. Итак, я провяжу до конца соединительными петлями, обрежу нить и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, кедик практически готов. Остались еще некоторые детали. Это дизайн, приклеить подошву и связать шнурок. Для устойчивости я возьму поролон, чтобы передняя часть была более-менее ровная.
Шнурок я уже связала, на моем канале вы можете посмотреть и выбрать вам понравившийся вариант. У меня на канале два вида вязания шнурков, плоский и полый. Вот это полый шнурочек, он кругленький, он такой объемный, мне он больше нравится. Сейчас я вам покажу, как я вставляю шнурок, как выглядит ботиночек со шнурком. Помогаю себе крючком, так как петли еще новые, не такие растянутые. Теперь держатель для шнурков. Вот посмотрите, как выглядит. Не хватает еще лейбель, он у меня есть. На моем канале вы можете посмотреть, как изготовить такой лейбель. Мне осталось приклеить этот лейбель и приклеить вот эту подошву. Я приклею самостоятельно подошву, приклею, а можно и пришить, я буду приклеивать этот лейбель. Будьте внимательны, когда вы будете вязать вторую пинетку, чтобы у вас лейбель был на нужном месте. Итак, я сделаю все самостоятельно и покажу вам готовую пару. Вот, пинетки готовы. Вклеила стелечку вовнутрь, приклеила лейбель, можно пришить. И вот такая замечательная пара у меня получилась. Теперь замерю. Подошва 9,5, передняя часть пальчики 5. Пяточка 3,8, задняя часть пинетки 5,5, передняя также 5,5, бортик 2, глубина мыса 3,5, ширина мыса 4,5. Вот такие кедики у меня получились. Если вам понравилась такая модель, вяжите с удовольствием вместе со мной. Я желаю вам много удовольствия в вашем хобби, здоровья. До следующей встречи. До свидания.